Не снимай, не выкладывай. 25 июня, девчонки и мальчишки. Приехали свечи и болты для головки блока цилиндров. Поехали забирать. 43 градуса, 17 градусов на улице. 44 градуса, это уже прогретый двигатель, считай. Почему-то, когда я стою, он кажет 1-2 литра в час. Стоит мне поехать, он переключается на воздух, то есть он расходомер воздуха начинает показывать. Вот смотри сюда. Стоит только мне поехать, он сразу перестает показывать литры в час. О, видал? 11,5 метров. Я не знаю, как это пофиксить. Мне больше нравится на литры в час смотреть, чем на метры. Но делать нечего. Что показывает, то и смотрю. Мне в понедельник нужно собаку в 12 на пострижку отвезти, а потом забрать ее. Поэтому, скорее всего, машину будем ставить в ремонт во вторник. Я предполагаю, что все запчасти до вторника придут. Еще мы ждем, получается, сальники свечных колодцев. И еще, насколько я понимаю, мы ждем колодки. Уж не знаю, какие, задние или передние. Мне, подписчик написал, что вот колодки еще в дорожку тебе. Я свои колодки менял в прошлом году в круг. Если, допустим, он пришлет мне колодки, я задние обязательно поменяю, потому что они уже тонкие. Представляешь? За год стерлись. Я не помню, что я покупал, но они просто... Осталось, наверное, миллиметра 3. То есть они, когда новые, они не сказать, что толстые, но осталось совсем мало. Поменяю с удовольствием. Видишь что-нибудь? Нет? Я же не вижу, что ты там видишь. Скажет, нафига ты кадр испортил? Спрашивают некоторые, зачем ты на нейтралку ставишь? Ну, потому что она трясется, стоит вот так, на дэшечке. Ты, то есть, на тормозах. А нейтралку втыкаешь, это же не запрещено. Она спокойно стоит себе, кайфует, балдеет на нейтралке. Не напрягается. Обожаю Куба вообще, просто обожаю. Просто обожаю и все тут. А вот наш вазон. Сейчас сразу развернемся. Вот так вот. А вот здесь у нас находятся сочные кости. Так и подмывает зайти туда, еще костей себе заказать. Но я держу себя изо всех сил. Потому что экономия должна быть экономной. Ни хрена этот ограничитель двери не держит толком. То есть, когда он новый, ты даже под уклон открываешь дверь, он такой цик. А это вот смотри. Вот ты открыл, и все, и она пошла. До конца. Чуть лучше старого, короче. Фигня. Дичь. Хрень полная. Надо новый покупать. Мозги не канифолить. Жопой. Вот это болты, а это свечи. Это тебе ни хрена не дешево, блин, чтоб ты понимал. Если бы я такое купила, я бы, наверное, неделю не жрал. Ждем еще сальнички и в ремонтик загоняемся. Кто-то, помню, спрашивает, куда ты крепишь телефон? Вот куда. Поднимаешь, засовываешь вот так и опускаешь. Все. Вот так, чпок.
и прижимаешь. Никуда он не денется вообще. Абсолютно. Похромали до дома. Там собака одна. Охреневает. Вот опять, видишь, 0,7 литров в час. Как сделать так, чтобы оно все время казало литров в час? Когда я его поставила, оно все время казало литров в час. Но я что-то же тут это тыкал, я не знаю, что, короче. Натыкал сам. Теперь страдаю. Все, мне повезло, мое место оказалось свободное, пока я катался. Никто его не занял. Вот 6 июня, девчонки, мальчишки. Приперся на базу. Списал целый фломастер, короче. Расписал полностью вступление таксисте опять. Вот. Ой, простите. Что еще? В общем, это же вступление, и это же каждый припев этой песни, собственно. Вот. Так что жду ученичка, будем заниматься. Обнаружил интересную вещь. В общем, целый год я не использовал этот метроном. Практически год прошел. А раньше 2 раза в неделю стабильно, а то и больше. Вот. И что я обнаружил? Меня начал мандить, короче, вот этот эквалайзер. Сейчас покажу. Или не покажу. А нет. Угу. Ну, короче, ты понял. Тут все такое живое. Я не понимаю, в чем дело. Может, гнездо само косячит. Я как видишь, тут уже и штекер, и этот весь уже перемотанный у меня. Но вот такое говно случается иногда. В общем, давай посмотрим. Вот эти ползунки были все убраны, но вот здесь вот появлялся... Вот он, видишь? Видишь? А он убран. Вот так вот. И я его шевелю. Вот сейчас шевелю, видишь? И он пропадает. То есть, как только я перестала им пользоваться, все. Начало мандить сразу. До этого за ним такого не наблюдалось. Напомню, что ему уже больше 15 лет. Вот такие дела. Так что все ваши девайсы юзайте. Я надеюсь, у меня пропадет эта дичь. Я буду его почаще вот так вот поюзывать. В общем, у нас есть в городе группа, которая играет вот это, собственно, таксисты, как это, трибьют-шоу. Ебать, колотить. И барабанщику Давиду я сегодня написал, говорю, дай темп таксисте. Он говорит, я не знаю. Мы играем быстрее. Ну, в принципе, все понятно, как бы, что. Вот. Но оригинальный темп знать надо. Я взял метроном, включил таксисте. И, собственно, это... Интересно, тут отделенный, да, вот так вот. Собственно, настукал себе 80. Размер 6/8. 3, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Песню он, конечно, выбрал капец. Ну, в свое оправдание хочу сказать, что я ее практически выучил. Но это было 1.5 года назад. Готов был играть. Ну, у нас группа кончилась. Жопой. Так, ну-ка, тихо мне тут. Мы отработали с собакой. Вон там в полотенце я замотал мороженое. И мы выдвигаемся в сад. Жарко, пипец. Кондер не включаю, потому что толку от него в пробках 0.
20-шку влил. Не могу разобраться, как на компьютере выставить, что я залил 20-шку. Все время показывает 0 литров в баке. Приперлись в сад. Надо перекрасить капот. Видишь, он облазит. Зачистить его по новой. Но мне лень. Я вообще планирую его поменять, если честно. Поэтому это была так просто единоразовая акция. Я его даже грунтовать не стал. Просто покрасил и все. Я тут, короче, на подзарядке прибываю. Заодно. Как удобно, капец. Хоть в карман засунул. Все. Короче, я понял, что с этой ржавчиной по-другому нельзя. Сейчас просто ёршиком ее бахну. Так, это у меня полировальник. И там что у меня? Стеклоткань и прочая дрянь. Такое ощущение, что опять салон надо чистить. Опять черти в чем все. Мне нужно снять бампер, потому что у меня вот под этим бампером нету железа. Прикинь. Я его, в принципе, прямо сейчас могу снять. Тут мне фонари ломает снимать. И вот эту байду. А так, что его снимать-то? Вот тут вот болты. И вот тут вот. Все, он отвалится. Еще вот эти непонятно как снимать. А, здесь тоже все отвалилось уже. Видишь, вот это крепление. Отвалено от бампера. Я хочу вырезать гниль, короче. Просто вот эта вот штука чуть ниже. Она уже почти сгнила, короче. Ее надо как-то вырезать там. Обрезать, чтобы она дальше не шла. Это гниль. Прогноз пришел. Завтра весь день дождь. Так, ладно. Отсоединюсь пока. А то долго зарядка идет. Провод длинный слишком. Эту штуку заряжать надо уже, прикинь. Весь заряд телефон высосал. Хочу зачистить, чтобы меня тут бесит вот это вот непонятно что. Надо массу открутить, наверное. Провод отодвинуть отсюда. Тут все зачистить. Капец, да, металлолом, блин. Просто машина металлолом какой-то, блин. Ну так, что смог, зачистил. Попробуем пшикнем сейчас. 2 замка работают, 2 нет. Приходится все время лазить открывать. Так, а где у меня эта хрень? Куда я ее? А, ля, она на базе, что ли? Никогда я не понимал средства от ржавчины, которые нужно нанести, предварительно вычистив всю ржавчину. Не понимаю. Тогда зачем оно мне нужно? Я же могу тогда просто обычной краской взять и помазать. Ну для чего оно мне нужно? Ну, кстати, да. Слушай, смотри. Хлоп. То есть я просто почистил сколько смог и все. Она его уничтожает прям. Грунтует прям. Хочу, чтобы ты прям посмотрел на это. Блин, я весь измазался этой хренью. Видишь, что происходит? Прям на глазах. Сейчас замажу все, потом краской покрою. Вот такая вот реакция, короче. Уж не знаю, что это, пена или еще что-нибудь. Короче, ждем, пока реакция, судя по всему, завершится. И будем красить, наверное. Короче, не знаю, зачем я за это все схватился. В общем, мне хочется посмотреть на состояние жопы вне бампера. Но прикол в том, что тут у меня провода от камеры. Я сейчас думаю, как их отсоединить нахрен.
Один проводок, насколько я понимаю. Да. Все, я его там, видишь, как подсунул. Теперь вытаскиваю. Колодки разъединил. Тут, короче, болт вот так вот. Ломился нахрен. Короче, с одним проводом это правый фонарь. С двумя левый. Я думаю, завтра будем с батей высверливать. Что тут мудрить, короче. Перенарезать. А пока нахрен пускай. Контракт, как мы видим. Контракт. С чего бы вдруг, да? Сейчас такое мы увидим. Просто жду. Ну, в принципе. Вот это вот я не понял, за каким хреном он тут лежал вообще. Это что такое? Ну, взял. Просто капздец. Ёк-макарёк. Это вот уже в салон, судя по всему, да? А, это просто защитка типа такая. Бедняга. Как же тебя бобры-то пожрали, а? Просто жуть. Ну что, тут насколько тут все плохо? Надо было еще в том году это все сделать. Вот лежит, преет тут, представляешь? Земелька. Челябинская. А может еще японская. А? Что-то хрень поднимаем, короче. Вот, кто-то тут лепниной занимался, видишь? Вылепливал. Я на прошлом кубе тоже занимался такой фигней. А вот земелька, которая тут просто веками лежит и гниет. А тут что у нас? Понятно. Засада. Видишь, она мокрая. Земля мокрая. Она насквозь, что ли, должна быть? Точно. Где там? А, нет, это уже в салон. Дыра. Капец. Очень интересная машина. Куб. Это все вот в багажник, в нишу запаски все это сыпется. Вот она. Если сейчас вот этот поднять пол, там будет видно мою отвертку. Ну, как-то так это все сделано. Очень интересно. Конечно, там не должно быть дырки, по сути. Но она есть. Вообще насрать. Года 2 откатаюсь. Если это все не отлетит совсем, то и хрен бы с ним. Ржу не могу. А это вентиляция у нас, прикинь. Которая просто наглухо заклеена пеной. Да? Да. Просто пеной заклеен. Такие, знаешь, такие. А зачем? Вот он. Зачем ему вентиляция? Не надо ему вентиляция. Просто пеной все заколбасили. Спокойняк просто. А я не думал, что у него еще сбоку есть. Я думал, там только та есть. Вот это вот. Оказывается, вот так вот. Ну, короче, ты понял. Если я сейчас тут открою, у меня будет в салон дыра. Так что я не буду тут ничего открывать. Просто мне непонятно, нахрена было пенить это все. Самое главное, то, что я хотел увидеть, что нет вот откровенных дыр прям в нишу запаски. Ну, я тебе скажу, год-два, и они появятся. При таком вот активном гниении. И я не знаю почему. Ну, видимо, он в жопу хорошо получил. И тут производились какие-то работы, поэтому так активно начал тут гнить. Вот еще дырка куда-то идет, видишь? Там земля влажная, короче, просто стоит. Я вот сейчас ее выколупаю, по грязи проеду, и она опять будет там. Короче, все это такое. Ни о чем. Вот эта вот штука стояла здесь. На ней была просто тонна земли, которая просто тут лежит. Почему, думаешь, вот эта хрень
начала гнить, потому что около нее лежала куча грязи. Просто вот этой, вот такой вот, которую я вот с нее стряхнула уже. Поставил, короче. Так, это мы будем через бампер просовывать провод. Это у меня плюс на камеру. Это номер держится на этой хрени. Кстати, на том кубе у меня эта штука отгнила и отвалилась. Ну, чтоб ты понимал вообще. Масштаб трагедии кубовской. Тут пены-то хоть нет? Вроде нет. Это, получается, они вот это все разобрали и просто угол вот так пеной задули, чтобы вода не текла в кузов. Жесть. В глушаке тоже, походу, что-то отгнило внутри. Внутри болтыхается что-то. Так. Ну как при таком при такой жертве лонжероны целые? Это, в принципе, знаешь, пока лонжерон целый, можно ездить. Тут может вообще железа не быть. Главное, чтобы несущая конструкция была целая. И, конечно, никто не будет этого куба восстанавливать. Он просто сгниет дотла весь. Бампер внутри. Какая-то штука, напитанная водой, которая прислоняется к кузову, между прочим. Прикинь? Вот к крылу прислоняется. Так как она вот вся влажная, видишь? Это все преет, короче. А я в своем кубе залазил, между прочим, под бампер. Там такого ужаса не было. Но это 3-й год, а у меня был 4-й. Вот эта хрень напитывает воду, и она вот прислоняется вот к этому. И постоянно питает ее влажностью, понимаешь? И тут все плохо. Тут реально все плохо. Все шевелится просто. Все живое, прикинь. И вот что я хотела открутить. Я сейчас просто отрежу ее и все. И тут видишь, на чем все держалось уже. Тут уже кто-то кулибничал, короче. Ну а что делать-то? Надо же было какой-то вид создать как-то. Вот смотри. Есть? Нету. Ну вполне себе прилично, да? Грязь тут есть? Грязь. Ну тут все цело. Да? Ну почти. Ну цело же. Цело же. Цело. И вот эта вафля тут вот приклеена, короче. И вот, пожалуйста. Поэтому мы ее берем отсюда. Она мокрая. Мокрая. И отрываем ее нахрен отсюда. Нахрен она тут не нужна. Порнуха. А чё бы нет-то? Тут уже гнить нечего, в принципе. Ну, мы немножко это дадим ей тут проветриваться. Чтобы он хотя бы какое-то время посуществовало еще. Ну все. Этого, думаю, будет достаточно вполне. Ой, собираем. Так, между делом бахну сейчас. Все как-то поинтереснее будет выглядеть. Вот эту дыру бы еще заделать бы чем-нибудь. Вот это вот. Что это такое, вообще не понимаю. Ну, как-то так. Так. И туда еще. Все, задолбалась смотреть на эту ржавчину. Ты скажешь, типа, зачисть, покрась. Не, я не буду ничего делать. Вообще не буду ничего делать. Что-то чистить уже, как бы. Если пнуть получше, нога в багажнике окажется. Видишь, вот это. Вот это. Здесь вот так, а здесь вот так. Ты скажешь, что это бампер не прикручен. Ну вот насколько он будет прикручиваться. Дальше он не станет. Просто-напросто. А это показывает на то, что
бампер ему кто-то всадил в жопу. И ему просто перевытянули жопу. Поэтому вот так. А обратно осаживать не стали. Ну, короче, ты понял, что это за машина. Еще раз. А, хренач, вообще пофиг. Ага. Нормас. Все. Можешь еще раз, наверное. Смотри, сколько ржавчины отлетело. Видал? Сверлит? Офигеть. Может, масло капнуть? Я не знаю, надо, нет? Ой, сопля течет вообще. Жесть. Смотри, что, а? Нифига не сверлит. Да ты смотри, сколько уже заглубился-то. Там длинный кусок торчит. Мне кажется, надо сейчас взять и побольше начать сверлить. Дырка. Что-то странно, да? Нет. Видимо, уже это. Ты немножко на бок держишь. Чуть-чуть сюда вот так вот. Ага. О, вообще сверлить офигеть. Тому метчику, блин, уже лет, наверное, 15. Ну, он что, метит и метит, да? Ну, Режет и режет. я же им шпилькой резал на этих, на Всё, карбах. обратно вывернуть? Да? Да? Все, сейчас новый болтик туда. Нык. Ништяк. Болтик на 6, что ли? Да. У тебя есть? Да, у меня их полно. Вот такой вот инструмент. Без инструмента никуда. Метчик, сверлышки. Все. Собираем потихонечку. Ой, где он? А? На бампере На лежит. бампере стоял. А что же он свалился? Сейчас землю снимает. Вот. Интересно, что эти... Вау. Фонари. Провода. Видишь, с левого фонаря серенький, справа черненькие проводочки. Кисляка принес. Да. Кислосадки. Нормально. Низ бампера ни к чему не прикреплен. Вообще. Но он так и был, короче. И не к чему его крепить. Абсолютно. Так вот на кочках будет он играть. Надо какие-то распорки ставить, придумать, что-то мудрить. Так. Прикрутил ломку на болты. Потаем. Теперь надо как-то сюда занести эту ломку. Так, кто-то обосрал бамперный. Изоленточку на место бросить. Короче, продаются в этих строительных магазинах такие планки с дырками. Вот планирую купить штуки 2. И вот, например, вот в этом месте где-то под номером хотя бы сделать что-то вот такое, например, такое вот. Вот это, допустим, к кузову, а это к бамперу. И типа посадить, вот как я на прошлом кубе делал. Бампер сажал вот так вот, прижать его нахуй. Короче, скажу так, примерно
Я ожидал увидеть нечто худшее, например, дыру с кулак, например, в салон. Но как бы пока без этого обошлось. Не снимай, не выкладывай. 27 июня, девчонки, мальчишки. Выпилились, короче, из сада. Тут болото, капец. Видал, что? Всю ночь лил дождь. Как видишь, все сухо. Ничего тут не натекло. Это не может не радовать вообще-то. Вот. Мне пришла последняя запчасть для ремонта. Которую, собственно, я могу и сам поменять, но это сальники свечных колодцев. В принципе, они не имеют отношения к головке. И они находятся в крышке клапанов, которые я сам могу поменять. Я на старом кубейке менял их сам. Вот, но забрать их надо сегодня. Как тебе цвет ворот? Короче, я решил выдвинуться, потому что, ну, погода такая, знаешь, сидеть весь день телевизор не хочется. Хочется, может быть, что-нибудь съездить на базу, подснять, например, или смонтировать что-нибудь. Такую погоду самое то. Все, едем. Собаку оставил дома, еду забирать сальники свечных колодцев. Смотри, какой кайфушник. А? Так, что еще осталось? Вчера он мне, этот же подписчик, к сожалению, не знаю, как тебя зовут, потому что в Телеграме у тебя никнейм какой-то, я что-то там, Ибн, короче, я не запомнил, на никнеймы у меня память плохая. Выслал еще мне лампочки светодиодные, фары, на которые я заглядывался все время, но жаба меня душила. Там что-то в районе 4000, но реально жаба давит. То есть какое-нибудь сранье покупать не хочется, а нормальные лампы стоят дорого. Но для меня около 4000 это дорого. Там еще вроде бы колодки должны приехать. Короче, просто упаковал меня с ног до головы. Спасибо тебе большое. Еще 2 раза мне сюда приехать предстоит. Вот, собственно, где кости продаются вкусные. Как они называются? Не кости, а эти как ребрышки. О, забрал. 4 штучки. Все, помчались домой. Настя, себя люблю. Ненавижу, ненавижу, ненавижу.